Несколько дней назад так называемый министр иностранных дел Беларуси, который должен отвечать за внешнюю политику государства, заявил, что все российские войска после окончания учений покинут территорию нашей страны. Сегодня так называемый министр обороны Хренин объявил, что российские войска останутся в Беларуси. Система государственного управления полностью рассинхронизирована и фактически не работает, поскольку реальное решение принято в Москве. Так выглядит утрата суверенитета государства и довел до этого нашу Беларусь диктатор Лукашенко. Беларусь из-за него на наших глазах превращается в разрушающееся государство. Народное антикризисное управление обращается к западным партнерам. Все это стало возможно по причине нерешительности и недооценки опасности угрозы суверенитета Беларуси. Белорусский народ боролся за демократические ценности и подвергся ужасающим репрессиям. Теперь нам предстоит борьба и за нашу независимость. Правовое оформление непризнания Лукашенко, решительные санкционные меры сдерживания, а также признание его уголовным преступником еще могут остановить процесс инкорпорации. Независимая Беларусь – это независимая Украина и стабильная ситуация в регионе. Мы также обращаемся к белорусам. На что мы готовы ради независимости нашей страны? Что каждый из нас может сделать, чтобы отстоять нашу страну? Только белорусский народ должен решать судьбу своего государства. Но это право нам предстоит отстоять. Живе Беларусь!